В это тревожное время мы с Вованом решили сделать для вас актуальный достаточно рецепт. Ну, самый актуальный. После толканки и гречки, что можно приготовить, это тушенка. Тушенка. Фишка тушенки в том, что она долго хранится, это первое, и очень вкусная. А на самом деле мало того, что вкусная, хранится долго. На самом деле, мало того, что ты можешь приготовить и как-то зарезервировать, хранится долго, и это остается вкусным. А тушенка такая вещь как бы в себе, которую можно хранить даже не в холодильнике, и при этом потом через месяц-два открыть, и будет приятненько и вкусненько. Как всегда в рецептах я люблю побеситься с жиру, но на самом деле в обычной жизни я питаюсь очень просто. Побыстрее и повкуснее, вот залог успеха. С этим, кстати, помогает мультиварочка от Redmond серии Smart Home. Вот, например, засыпаем рис, кусочки мяса и овощей, и все, радует функция Multi-Chef Lite. Допустим, поставил ты автоматическую программу, а потом решил что-то изменить. Да пожалуйста, можно менять время и температуру. Как раз благодаря функции Multi-Chef Lite мы можем дать плову потомиться подольше. И в итоге у нас на столе вкусный пловец. Кстати, все рецепты тут есть в приложении Ready for Sky от Redmond. Все синхронизируется и пашет в 2 клика. Собственно, с помощью этого приложения вы можете управлять любыми штуками от Redmond. Утюгами, чайниками, климатической техникой. А если босс задержал на работе, поможет дистанционное управление. Просим Redmond потомить наше блюдо подольше, чтобы оно было горячим. Ну, как сказать, дольше. Сколько надо. Что вам еще нужно? Удобное приложение с рецептами и запуск из любой точки мира. Ссылочка находится в описании. И самый важный вопрос. Сколько может храниться тушенка? Тушенка, сделанная бабушкой, по рецепту прабабушки, будет храниться при хороших условиях 2, 3, 4, ну может быть полгода край. Без холодоса. Без холодоса, где-то вот в темном месте. Главное, чтобы не было доступа прямых лучей света. И сверху был такой хороший слой жирка, который от всего бы это все предохранял. Вот. А если сделать правильную технологию, выдержать все режимы нагрева, убийства бактерий, добавить консервантов, то до 3 лет можно хранить тушенку. Чтобы вы понимали, до 3 лет это без холодильника. Это в антресолях, на антресолях или в погребе. То есть это до хрена долго. Из какого мяса мы будем все это делать? Я сделал вот такое голосование, которое вы видите на экране. И как вы видите, большинство людей, да, вот здесь где-то будет, они проголосовали за говядину. Свинину кто-то не ест, а кто-то считает ее жирной. Короче, по нашей технологии можно готовить любое мясо млекопитающего. Пускай это будет курица, кролик, свинья, что хотите. Лосятина, кабанятина. Да, тоже подходит. Опять-таки, это единственный правильный способ приготовления такой дичи, когда вы себя полностью обезопасите от паразитов, которые в этом мясе может находиться. Закатывайте кабана, а у нас говядинка. Чтобы наше видео имело практическую пользу, мы решили сделать для вас тест тушенок из разного вида говядины. У нас есть лопатка, вырезка и бедро. Посмотрим, из какой говядины получится самая вкусная тушенка. Но, собственно, в чем разница? Почему лопатка, вырезка? В чем разница в этих кусках? Количество жил, Олег. Лопатки самое большое количество жил, вырезки самое большое количество мяса. Для чего нам нужны жилы? Обычно от них стараются избавляться. Смотри, при такой сильной обработке, которую мы планируем, давление. Давление плюс температура, жилы, они рассосутся и дадут такой очень приятный, вкусный, нажористый бульончик. Или желешечку. Ну, бульончик, который превратится в желешку. Ну, наоборот, желешечка, а потом, если ты нагреешь, оно превратится обратно в бульончик. То есть пропитает то блюдо. Да, то есть это вот максимум вкуса, потому что специи, они растворяются как раз таки в жиру и вот как раз вот в этой соединительной ткани. И чтобы их максимально передать, наполнить вкусом любое блюдо с тушенкой, надо, чтобы этот бульончик был. Но многие его не любят, поэтому мы решили как раз проверить. Что, с вырезки получится вкуснее или вырезка как бы более премиального трупа? Вот она гораздо дороже стоит. Сколько стоит вырезка? Вырезка 1150 рублей за килограмм. Лопатка 520 рублей за килограмм. И бедро 570 рублей за килограмм. Тушенку, конечно же, любят все, но вот эту вот желешечку, которая в банке, далеко не все. Особенно, по-моему, девочки такие брезгливенько. Скажем так, студень-то не все любят. И дети тоже не очень любят. Ну а мясо любят все. Поэтому мы, изучая вопрос приготовления тушенки, решили несколько кусков мяса взять и по-разному их приготовить. У нас будет 12 разных вариантов. У нас будет 3 типа мяса, и каждый будет отличаться. Первый вид — это мы при замешивании с солью будем добавлять дополнительную воду. Мы увеличиваем соленость мяса и тем самым увеличиваем степень влаги, которую оно может себя впитать. И мы путем вмешивания достаточно долго туда эту воду загоним. Второе, для тех, кто мега любит желешку, я сделал ее отдельно.
Вот это, друзья мои, говяжьи кости вываренные, которые превратились в вот такой вот супер густой бульон. Вот этой штуки, вы не поверите, но находится упаренного 3 литра бульона. Мы, само собой, разведем. Здесь нет ни соли, ни перца, ни лаврухи. Это просто говяжий бульон, который мы будем использовать для увеличения количества желешки. Потому что это и есть желешка, зацените. Существует такая вероятность, что вот в этих всех махинациях добавления воды, желешки нет никакого смысла. Возможно, мясо и так прекрасно, как оно есть. Поэтому мы каждый из этих видов мяса приготовим без дополнительной воды и без дополнительной бульона желешки. Ничего втирать не будем. Ну и третий тип, мы сделаем все. Мы и воды вотрем, и желешкой вот этим бульоном зальем. Жиробубель 3000 рецепт. Жиробубель 3000. Возможно, это будет самое божественное. Короче, раз и навсегда мы узнаем, нужно ли втирать воду, да. Нужно ли варить отдельно бульон, да. Или оно как есть нормально. И какой вид мяса лучше выбрать под готовку тушенки на дому? Нарезаем мясо. Вы можете нарезать его абсолютно как угодно, но по ГОСТу кусочки должны быть не меньше 30 грамм. А это примерно вот такие вот кусочки, которые весят 31. Ну, вы поняли, вот такой вот кусок. Не, я уверен, что среди наших подписчиков есть, наверное, достаточно цепкие до денег люди. Вот, поэтому, как ты думаешь, тушенка является прибыльным бизнесом, если у тебя есть свой автоклав? Ну, давай подумаем. Стоимость автоклава 13 тысяч примерно. Стоимость 13 тысяч это дорогой электрический автоклав. Какой-нибудь на газу стоит 8, а дешевый вообще 4. Ну, давай возьмем средний, да, это нормальный на газу за 8. 8 тысяч, да. 8 тысяч рублей. Стоимость куска мяса, я просто уверен, что из лопатки будет вкуснее всего. Это самое дешевое мясо, там что-то в районе 520 рублей. А если купишь оптом, наверное, еще дешевле, может рублей за 400 его хватишь. Вот, получается килограмм тушенки. Если еще дополнительная вода, туда еще немного специй, лучка, то, наверное, на банку в пол-литра у тебя уйдет, ну, грамм 300, может быть, 350 мяса. То есть, в принципе, мы получаем за 400 рублей 3 банки тушенки. Хорошо, за 500 рублей со всеми штуками. Да. За 500 рублей мы получим 3 банки тушенки. Да, 3 Каждую из банки которых, если это хорошая тушенка, может стоить... Ну, 350 рублей, например. То есть это получается навар в 4 раза. Но, 3 раза. Да, в 1050 рублей, с 500 рублей, ну еще банки, ну, наверное, да, то есть, ну, в 2 раза точно выгодаешь. Вот. То есть тушенка это еще и неплохой бизнес. А если говорить о самой дорогой тушенке, мы ее тестировали, то там банка, по-моему, 400 грамм или что-то такое, стоила 500 рублей, чувак. Вот. Ну, это мы еще, получается, знаешь, не по верху рынка прикинули. Да. То есть, как бы, ну, с адекватным ценником. Поэтому, ну, вполне, наверное, можно делать. Вот, Олег, закончится твоя блогерская карьера. Будем я знаю, чем я займусь. На дачке, да, квасить тушенку. Ты будешь тушенку делать, я колбаски крутить. Вот, все к этому идет. Заживем. Посмотрите на эти куски мяса. Вот у Олега вырезка, нету жилочек, сплошное мясо, нету жирочка, вот все такое чистенькое, гладенькое. Вот это бедро. Здесь уже есть жирочек, даже какая-то соединительная ткань. Есть лопатка. Видите, как она пронизана всеми соединителями? Да, куча жил. Вот ее вот тушить можно, а вот, допустим, просто пожарить нет. Нет, оно будет очень жестким, будете его прям выковыривать. Но для тушенки, по общепризнанному мнению, это мясо подходит больше всего. Оно дешевое, а жилы превратятся в любимую всеми желешку, нами любимую. Слушай, ну мы, конечно, режем как по ГОСТу, то есть 30 грамм или больше. Скажи, а почему бы нам не сделать вот такой здоровенный кусок, его в банку не затолкать? Ну, ты же сам знаешь, когда просаливаешь мясо, чем больше кусок, тем он дольше просаливается. Площадь меньше, да? Конечно, мы увеличиваем площадь мяса, чтобы потом при вымешивании именно с солью и водой она быстрее всосалась. Мы же готовим для себя, для дома, и оно все равно должно развалиться в такую приятную труху. Поэтому по факту размер куска, ну, не так важен. Ну, если это прям не нарублено вот так вот, это мясорубкой. Конечно, один из самых больших профитов приготовления тушенки это то, что ни черта не надо зачищать, ничего вырезать, никаких жилок-прожилок, потому что у нас все растушится. Солить мы будем нитритной солью. 16 грамм на килограмм веса мяса. Нитритная соль нужна для того, чтобы дополнительно дезинфицировать мясо. Не бойтесь ее. Нитритная соль опасна только при нагреве больше 150 градусов. Вы такого достигнуть не сможете, пока у вас есть жижа, вода в банке или в любом другом блюде. Поэтому
солим спокойно, ничего плохого не произойдет. Мы максимально готовим классический рецепт, не используем мутных специй, будем использовать только перец и лаврушечку. А зачем мы используем нитритную соль? Именно нитритная соль и особый режим термообработки заставляют убить все бактерии, которые есть в мясе, и поэтому оно хранится 3 года. Да, кстати, огромное количество полезной инфы, но мы не сами такие умные. Огромное количество полезной инфы мы почерпнули на канале Ем Колбаски. Есть такой мужик, он, не знаю, знает о нашем существовании или нет. Не, он по-любому знает про тебя. Ну, может, знает, короче. Это не реклама, нифига, но если кто хочет, как сказать... Углубиться именно в технологию. Там он достаточно долго рассказывает, как это все происходит. В технологии приготовления тушенки, пожалуйста, посмотрите. Ссылка будет в описании. Ем Колбаски, респект. А мы продолжаем. Тогда получается примерно 6 горошек. Дорогой, подожди, все давно рассчитано. Нам нужно 16 грамм нитритной соли, мы просто это взвесим, посчитаем на все количество мяса. Нам нужно 6 грамм перца, нам нужно 2 грамма лаврушки. Все уже просчитано. Если вы делаете тушенку первый раз, не и делайте вот с такими вот граммовками. А потом уже хоть корицу, хоть бадьян во второй раз добавите уже по своему вкусу. У нас в этих чудесных чашах примерно с точностью до 50 грамм по 2 килограмма мяса. То есть нам нужно... Где-то 32 грамма нитритной соли. Ага. Если кому интересно, 32 грамма нитритной соли выглядят примерно вот так. 34, 33, 5. Короче, вот так выглядит. На самом деле существуют кое-какие границы, минимум 11, 12, 13 грамм, это вот прям минимум соли на килограмм мяса, и до 20 грамм, но 20 это прям крепко солоно. Мы переместили все в большие удобные тары для того, чтобы все это дело замешать. И после этого нам придется это разделить пополам, потому что у нас эксперимент подразумевает приготовление 12 разных видов тушенки. Да, пока и что. в половине из этих видов надо дополнительно замешать по 15% воды. И мы добавляем воды. Примерно 15%. Вот такими движениями, не особо аккуратными, мы вмешиваем воду в мясо. Чтобы вы понимали, у нас было 150 грамм воды примерно 6 минут назад, а сейчас не осталось ничего. На это уходит 6, 8, 10 минут в зависимости от влажности вашего мяса. Но, как ни странно, помешал, и вот 150 грамм воды нету. Вот видите, ничего не вытекает, все ушло внутрь мяса. Для примера, вот сколько воды, то есть прям куча воды, полстакана. А теперь смотрите. Ну и вот, собственно, никакой воды, все вмешалось. На все про все нам нужно 35 грамм перца. Насыпаем. Точнее 36. Примерно столько перца нужно на 6 килограмм мяса, 36 грамм. Лаврушку мы не будем добавлять в мясо сразу же, мы положим ее на дно банки, чтобы ее потом у зубов не выковыривать. Само собой, мы используем только свежемолотый перец, потому что специй у нас всего две, это лавруха и перец. Поэтому если мы где-то обосремся и у нас будет жухлый и не пахнущий перец, то, собственно, и тушенка будет у нас... Нет, божественно. Тушенка будет не ароматной, а так офигеть. Очень мелко перец не перетираем. Он все равно весь вкус отдаст при термообработке. Конечно, можно затолкать в банки и целые горошины перца. Но скажите, кому нравится кушать нежный, сочный кусок мяса, и потом фигак, и ты раскусываешь супер жесткую перчинку? Она все равно там у вас, если месяц будет тушенка стоять, она отдаст весь вкус в мясо, и он разойдется. Но я лично ненавижу, когда я ем что-то мягкое, и потом у тебя как камушек маленький кусок перца. Зачем мне это нужно? А вот лавровый лист мы будем класть целиковый, потому что его можно взять и из блюда достать. А если мы попытаемся его накрошить, то он будет маленькими листиками, которые будут застревать в зубах. Нам понадобится примерно 800 мл бульона, потому что у нас всего 8 баночек, куда добавляется бульон. Поэтому, ну, я не знаю, треть от этого моего вываренного бульона я разведу литром воды. Вот так. Какую-то еще желейность, само собой, даст жилы в мясе, поэтому перебарщивать тут не надо. Вот так и наполним горячей водой до литра. Если что, 36 грамм перца это очень много. И вот такой вот ступкой и пестиком долбить это я уже 15, наверное, потратил. Поэтому используйте кофемолку или блендер. Ну, нам не нужны очень крупные зерна, поэтому и порошка не нужно. Поэтому подойдет блендер. А если вы вообще не запарный чувак, то просто расхреначьте
все это дело кастрюлей. От нитритной соли мясо стало сероватым. Это норма, это не болезнь. Давайте проверим, как выглядит 6 грамм перчика. Примерно вот так, небольшая чайная ложка с небольшой горкой. Кстати, там, где мы замешивали воду, реально ощущается все сочнее, даже руками. Мы будем добавлять 1 лист лаврушки на дно каждой банки. Когда оно за месяц все разойдется, его переворачиваем, выкладываем, и он будет сверху, будет легко отковырнуть. Будет вкусненько, без всяких щепоток таких вот на зубах, ну, лаврушки, ну, невкусно же. Ну. Следующий нюанс – банки. Они бывают 0,5, 0,7, литровые, 2-литровые. Чем меньше банка, тем, во-первых, у вас порционнее получается, ну, одну баночку открыли, одна порция, да? Ну, да. 2 баночки, 2 порции. И вкуснее, потому что мы специю, лаврушечку, например, будем класть только на дно баночки, чтобы оно вот все разошлось за то время, пока оно будет отстаиваться. Ну, чем меньше банка, тем оно будет равномерней. Если вы возьмете 3-литровую банку, то, конечно, пара лаврушек, она не проползет на 20 сантиметров наверх. Ну и следующий момент. Многие, на самом деле практически все, кого я видел на ютубе, они делают тушенку и такие, а еще у нас будет вариант с гречей. Я честно скажу, ничего против не имею, но зачем? Я не знаю, мне вот ценно именно тушеное мясо. Тушеная гречка, я не вижу разницы с обычной гречкой. То есть взял гречку, смешал с тушенкой, получил офигенное блюдо. И то же самое взял, вывалил из банки, ну, гораздо меньшее количество мяса вкусного. Вот, и с той же гречкой. Зачем нам это место забивать гречей? Возможно, кто-то в комментариях скажет, что такое блюдо нужно для того, чтобы ходить в походы. Кто мокрую гречу несет в походы? Покажите мне. Пропитанную водой в стеклянных банках. Таких умственно отсталых нет. Плюс, если вы это едите холодным, я согласен, делайте с гречей, но если вы это где-то разогреваете, значит вы либо дома, либо у вас есть тара, чтобы сварить гречу. Не занимайте ценное пространство банок долбанной гречи. Ее можно сварить, она напитывает там в 4 раза больше воды, чем сама весит. Не майтесь дурью. Но если кто-то в армейке пробовал такое блюдо, и для него это вот прям воспоминание, то респект и уважуха. Многие умники в интернетах говорят, что банки перед использованием нужно стерилизовывать. Но зачем? Мы будем это готовить в автоклаве с температурой больше 120 градусов и держать это больше часа. Все, что может погибнуть, погибнет. И вы такие, автоклав? Так, стоп. У меня нет автоклава. Ну, мы уже говорили, что он стоит достаточно недорого. Но на самом деле, все это можно сделать и в духовке. Проблема только в том, что это будет сильно дольше. Вот в чем отличие технологий. Существуют разные способы стерилизации. Мы будем пользоваться таким, что будем удерживать температуру больше 120 градусов в течение 15 минут. Все при этом умрет. Но если у вас нет автоклава, нету скороварки, то можно это все сделать в обычной духовке. Вам придется изначально приготовить тушенку, потом ее через 3 дня еще раз прогреть до 100 градусов минут на 10-15 и через 3 дня опять прогреть на 10-15 минут на температуру 100 градусов. Зачем? Мы вот это все трогаем, водичкой моем, и там у нас образуются бактерии. Чтобы они умерли, нужно нагреть на 100 градусов, но они оставляют свои споры. И чтобы они умерли, когда они проклюнутся через 3 дня, надо опять нагреть. И чтобы, если уже те там что-то еще оставили после себя, какие-то споры, они проклюнутся через 2-3 дня, нужно опять нагреть на температуру 100 градусов на 10 минут. В чем же разница между духовкой и автоклавом? Конечно же, с автоклавом мы выигрываем очень много времени. Мы будем варить, ну, что-то в районе часа, плюс-минус, при большой температуре и большом давлении, и оно все приготовится. В духовке же придется варить 5-6 часов, и потом еще через 3 дня опять доставать, прогревать, и через 3 дня опять доставать, прогревать. Сложно долго, поэтому автоклав только экономит время. 13 тысяч рублей и все, забыл про свою тушенку. Ну и, собственно, распределяем, куда воду, куда бульон, куда воду с бульоном, куда ничего. Помните, по гайду автоклава у вас до крышки должно быть от товара, от продукта 2 сантиметра. Это мало, это буквально ноготочек. Но не закладывайте все заподлицо, там воздух все-таки должен оставаться. Смотрите, почему у нас вот такая расфасовочка. У нас 3 разных видов мяса. Это бедро, это лопатка, это вырезка. И у нас 4 вида тушенки из каждого вида мяса. Одно, просто мы замешали немножко воды. Здесь мы не замешивали воду, но добавили бульон. Третий вид, это у нас
как оно есть, без воды, без бульона. А здесь и вода, и бульон. Посмотрим, что будет самое сочное, самое вкусное, самое нежное. Да, если кто не понял, мы, чтобы не перепутать, мы крышки надписали. Да, Вот. там таблица целая с профитами написано. Покажи таблицу. Наша таблица. Может, кто-то спросит, типа, а банки закатывать или покупать, которые с закручивающейся крышкой? Лучше брать закатывающиеся банки. Они гораздо плотнее прилегают и не дают воздуху попасть внутрь. Если же вы берете банки, которые закручиваются, помните, один раз вы крышку закрутили, вы уже целостность резинок нарушили. То есть банки, которые закручиваются, не нужно крышки использовать по 3-4 раза. Вот закрутили, потом вы открутили, все используйте. Да, у нас идеология такая. Одна банка, одна порция, один раз поесть, после которой крышечку, которую ты отковырял, выбросить. Те банки, где нет бульона и нет воды, замешанной прямо в мясо, мы добавили буквально по столовой, по 1,5 столовой ложки воды, чтобы оно, вот эта водичка вся приготовилась. Она не будет испаряться, но при большой температуре давления она вот как раз создаст эту атмосферу, чтобы все мясо приготовилось. Если, завернув все это дело, вы не можете отвернуть крышку или начать ее проворачивать просто рукой, значит закладка была успешной. Ладно, Вов, но что такое, автоклав? Автоклав — это скороварка, в которой под большим давлением и температуре готовится мясо. Давление может быть больше атмосферного, поэтому температура кипения воды, она выше. 120-130 градусов вполне можно достигнуть в автоклаве. У нас дорогой автоклав электрический, по-моему, за 13 тысяч рублей или что-то такое. Обычные же автоклавы, которые недорогие, не электрические, они просто ставятся на газ и стоят в 2-3 раза дешевле. Банки зажимаются между пластинами вот таким вот накидным ключом. Если банки невозможно вот так никак прокрутить, собственно, можно укладывать в автоклав. Здесь для этого есть маленькая ручечка. У нас тут влезает 5 банок по 0,5 в 3 слоя. Вот. Заливаем водичку в автоклав. Крышка снабжена клапаном сброса давления. Поэтому все лишнее давление будет уходить вот через этот клапан. Плотно-плотно закрываем. С помощью, опять же, ключика, который шел в комплекте. Ну, короче, медленно она застывает. Видите? Он внутри штучка вот шевелится. Она еще как в воде шевелится, не как в желехе. Вот, поэтому я думаю, что все-таки... Ну, видите? Как бы подзастывает, но как бы типа медленно. Лучше до завтра. Что ж, друзья мои, примерно ночь это постояло в холодильнике, я все это дело достал, остывало оно, ну на самом деле всю ночь остывало, и еще целый день и ночь стояло в холодильнике, то есть застывало. У нас очень много банок, поэтому чтобы сэкономить ваше время, мы будем отвечать по очереди на те вопросы, которые у нас или у вас могут образоваться. Итак, фейл у нас произошел только с одной банкой, она наполнилась водой, ну так не так, чтобы супер сильно что-то испорчено, но одна из 15 банок наполнилась водой, вскрылась в автоклаве, поэтому здесь все съедобно, все зашибись, просто сверху налился бульон, он прокипячен при 120 градусах, так что там все нормально, но на 3 года мы ее ставить уже не будем. Мы, короче, сделали 15 банок, получается, наши потери при первой закатке это 7%. Неплохо. Ну, как сказать, потери. Мы просто теперь не можем поставить это на антресоли на 3 года, а съедим сейчас. Хотя мы сейчас все будем пробовать. Но сначала, визуальный осмотр говорит нам о чем? Для того, чтобы тушенка правильно хранилась, сверху должен образоваться толстый жировой слой. Вот как здесь. Видите, как бы все защищено вот толстым сантиметровым жировым слоем. Это у нас бедро. А на вырезке такого не образовалось, потому что вырезка слишком постное мясо, и жирочек хоть и видно, но его слишком мало. Поэтому вырезка для долгих закаток, которые будут храниться там несколько месяцев, не подходит. Но если есть прямо сейчас, то в принципе ничего с этим мясом не случилось, его можно употребить. В плане жировой шапки бедро лучше всего. Второй вопрос. Добавлять ли туда жижу, бульон или еще что-то? Добавлять все-таки жижу нужно, потому что вот в эту баночку мы ничего не добавили, и здесь мясо вылезло за вот этот защитный жировой слой. Хоть это и лопатка, и все-таки жировой слой достаточно существенный, мясо вот это вот сверху, оно не сохранится, долго, то есть мы не можем дать на это гарантии. Поэтому все-таки жижкой заливать надо мясо, чтобы жир образовался выше мяса. Но это визуальный осмотр. Сейчас мы откроем лопатку, бедро, вырезку и просто попробуем по кусочку. Давай, где было без всего? Да, без всего. Спробуем. Бедро. Куча жира. Достаточно много бульона. И, собственно,
Ну, вот такие вот куски мяса. Насколько оно мягкое, ну, прям понятно. Всем понятно. Ой, я прям попробовать хочу. Дегустейшн. Выглядит как дорогая, просто покупная дорогая тушенка. Пробуем. Консистенция очень хорошая. Консистенция идеальная. Соли достаточно. Соли достаточно, но я скажу так. Это блюдо по соли очень хорошо, если его с гречей перемешать. И если ты перемешаешь его с гречей, или там с овощами, еще с чем-то, соли уже добавлять не надо. То есть оно хорошо тушеночно-соленое. То есть, в принципе, сколько там грамм? 16. 16 на килограмм мы использовали. 16 грамм нитритной соли на кило. Я думаю, можно и 13. Ну, Если в жало ешь с хлебом. вот ты соль любишь, я меньше. И мне нормально, тебе нормально. Я думаю, что большинству людей будет нормально. 15-16 грамм. Соль чувствуется, но без фанатизма. Просто соленая, хорошая тушенка. По специям я не чувствую чего-то вот мощного, просто добавка перца и лаврухи. То есть Да. ничего не перебивает. Ты чувствуешь вкус мяса. Классический такой вкус очень. Классический И вкус я думаю, что тушенки. бедро прям очень хорошо подошло, потому что вот эти как раз здоровенные волокна, которые ты ощущаешь, ну прям добавляют как бы эффекта от блюда. Смотрите, бедро прям очень волокнистое. То есть оно супер мягкое, вот так вилкой раздавливается. Но мы видим достаточно большие волокна. Вот такие вот. И это как раз тушеночная тема. Зашибись. Следующее. Лопатка. Вот. Вот такая вот лопатка. Тоже с бульоном, с подливой. О, она прям супер мягкая. Пробуем. Здесь еще как бы более солоно. Возможно, потому что мясо чуть меньше, волокон чуть побольше. Но мне это больше нравится. В лопатке более насыщенный вкус мяса. Более насыщенный вкус мяса, да. Там хорошая тушенка, здесь еще лучше. Ну, учитывая, что лопатка дешевле. Ха. Пока что выигрывает лопатка. Ладно, давайте вырезку. И, собственно, достаточно сухая вырезка. Вообще без жира сверху. Согласись, выглядит очень красиво. Да, прям очень насыщенный красный Аккуратненькие цвет. такие Да. кусочки. Пробуем. Ну, по вкусу третье место. Лопатка прям сильно выделяется из всего остального. Прям гораздо вкуснее. Вроде странно. Все в подливе, в желешке, в Все бульоне. сухо, да. Но вырезка сухая. В принципе, ответ на вопрос. Какое мясо? Лопатка. Однозначно. И по баблу, и по вкусу он чуть-чуть насыщеннее. И шапка жировая отлично образовывается. И вообще 0 вопросов. И я тут себе в сценариях в вопросе написал, норм ли по мягкости. Все, капец, какое мягкое. Вопрос этот снят. Короче, дальше только с лопаткой проверяем, нужен ли бульон и все остальное. Все, ну там вырезка, бедро. Мы это само собой положим на антресоли. Пускай она там лежит где-то в прохладе, в холоде. Но остальные вопросы у нас только к лопатке, потому что других вариантов нет. Раз у нас битва тушенок, осталось выяснить, какая тушенка самая вкусная из лопатки. В одну мы замешали бульон, а в эту добавили к бульону еще воду замешали прямо в мясо. То есть тут вода в мясе и бульон, а здесь просто бульон. Нужно ли замешивать, не нужно? Сейчас мы это все выясним. Как мы и говорили, лаврушка, которая была снизу, когда вытрясаешь, находится сверху. Аромат распространяется, а ее очень легко убрать, чтобы она в зубах не застревала. Все, дегустация пошла. Здесь у нас только бульон, здесь бульон и замешанная вода. Бульон отличный. Это самое мягкое, которое попробовал. Сейчас. Прямо самое мягкое. Самое мягкое. Еще она прям растворилась. Ну, не знаю. Короче, ну сравни. Да, хорошо. Но плотнее консистенция. Короче, суть в чем? Замес воды, вот прямо руками, он, судя по всему, что-то дает, может, 5% мягкости. Ну, да, может быть 10. Ну, по крайней мере, самая мягкая тушенка. Но опять-таки, она вся очень мягкая. Даже мы из вырезки пробуем, она все распадается. А нужна ли это дополнительные 10%? Непонятно. Там же это все надо вертать руками. Все Ну, экстремально сочное, поэтому как бы... я бы в промышленный закат я бы не парился, вот что-то замешивать руками. на самом деле тоже, да. Просто можно приготовить лопатку. Она достаточно сочная. Немножечко сверху водички долить хотя бы можно. Долить немножко бульона. Я не знаю. У нас как раз только с водичкой пропала банка, к сожалению. Но
вот именно тушенка из лопатки и с добавлением небольшого количества жидкости идеально. Идеально. Ну и по добавлению бульона. Добавление бульона, оно очень желательно, наверное, как сказать. Оно очень желательно. Ну не воду, чтобы Смотри, ну и добавление бульона, да, потому что ты это будешь с гречкой мешать, чтобы так жирноватенько, вкусненько получилось. Но в 3 раза гуще. Согласись, бульон, вот этот наш замороженный бульон, если бы я его сделал, я его так размешал с литром воды, если его зачекрыжить в 3-4 раза гуще, была бы желеха. А у нас подлива. Все равно вкусно, все равно желеха превращается в подливу, Ну да, с гречей да, перемешивать. да, согласен с тобой. Но если ты хочешь вынимать именно желеху, бульон нужно делать в 3 раза гуще. Быстрый вердикт по пунктам. Какое мясо, Олег, будем использовать в следующий раз для закатки? Лопатку. Лопатку. Однозначно лопатка. Дешево, сердито, по вкусу, самое насыщенное. Все жилки, прожилки, все это растворяется нафиг. Супер мягкое и дешевое. Короче, лопатка. вот вы выбирайте более жилистую часть лопатки даже, потому что вот мы там вначале показывали срез с жилками, ничего нету из этого. Вот ни одной жилочки, оно вот так вот рассосал, бабушка может съесть без зубов. Второй вопрос. Сколько соли, сколько специй? В общем, используем только перец и лаврушку. Лаврушка 1-2 листика на дно баночки. Соли 16 грамм, можно чуть больше, можно чуть меньше, но вот мы вот на 16 специй, по-моему, идеально. Это будет как из магаза хорошая дорогая тушенка. Да, будет как из магаза хорошая дорогая тушенка, совершенно верно. Далее. Замешивать ли воду внутрь мяса? Я думаю, что это бессмысленно. Ну, это может и влияет как-то на вкус, но не радикально. То есть эти вот потраченные усилия, они, по-моему, больше, чем приобретаешь вкусовых эффектов в мясе. Олег, стоит ли добавлять бульон в тушенку? Однозначно да, потому что добавить что-то нужно, чтобы жировая шапка была выше слоя мяса и мясо не торчало. Я думаю, это, конечно, нашими закатанными супербанками не так важно, но те, кто закатывает и бумажечкой вот сверху запекает, Обязательно вообще. однозначно должна быть пробка из вот этого вот жира. То есть добавить сверху мяса нужно будет жидкость какую-то по-любому. И лучше это будет бульон. Однако, если вы хотите просто бульон, чтобы там вылить его в какой-то суп сварить или делайте просто бульон. Но если вы хотите, чтобы образовалась желеха, видно, что нужно было в 3 раза Погуще, в 3 раза гуще делать. Поэтому да, бульон супер густой. Да, и цвет у нас получился такой именно огненно-красный из нитритной соли в том числе. Ну и в принципе, можно ли назвать эту тушенку ГОСТовской? Ну смотри, именно по температурным режимам стерилизации мы все выдержали. Но в ГОСТовскую тушенку может идти еще разные другие сочленения, жилки, кожи и всякое такое. Я думаю, все из нас встречали такое в тушенке. Ну, ешь, типа. А у нас куски мяса, просто куски мяса. Поэтому я думаю, что она лучше, чем ГОСТовская. Ну, не скромно, конечно, но мне кажется, что лучше. Но стандарты стерилизации, то есть 120 градусов, Да. 2 атмосферы, 2 часа, это даже больше, чем Нет, нужно. это сильно больше, чем Это, нужно. Час, там, говорят, часа хватает на самом деле. 125 10 минут, а там 120 градусов, а там то ли 20 минут, что-то Но там такое. геометрический прогресс. Да, да. Но, опять же, я думал, что, возможно, мы такие перебдеем 2 часа, и она там разварится. Нет. Нет. Просто супер мягкие куски с волокнами, все видно, все можно съесть, на вилку подцепить. Поэтому, наверное, лучше перебдеть в этом плане. Да. Тем более, да. если делаешь дома, это в промышленных там помещениях, там каждые минуты аренда идет, всякое такое. А тут сделал 2 часа, 120 градусов, 2 атмосферы. Оставил остывать просто, как оно есть. Оставил на ночь нафиг Да. остывать, достал, Потом убрал достал. на антресоли. С вами был Вован. Славный друже Облома. Если кому интересно... Облома. Обломок. Обломок. Если кому интересно больше информации, переходим к Гем-колбаски. Гем-колбаски, да. Он там объясняет все капец, ссылка будет в описании. Готовьте тушенку тоже, что мы зря этот ролик делали. Ребята, 12 видов тушенки мы сделали. Кушайте. 12 видов. Кушайте много, кушайте вкусно. Мы Да? 3 дня это снимаем. Пальцы Быстро вверх. лайк. Пальцы. Ладно, всем пока.